Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку заказов с сайта на OpenCart на почту через сервис Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы с сайта в другие системы. Например, через сервис Gmail отправлять рассылку клиентам или уведомления менеджерам о поступлении нового заказа. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных OpenCart. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить заказы новые», чтобы каждый новый заказ передавался с сайта через Gmail. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт OpenCart. Для этого кликаем «Подключить аккаунт». В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Далее вам необходимо скачать файл коннектора, который нужно разместить в корневой папке вашего сайта. После того, как вы это сделаете, вам необходимо будет прописать в этом поле путь к этому файлу. Я уже скачал этот файл и разместил его на сайте, поэтому я просто пропишу URL файла. Обратите внимание, если вы пробуете подключать несколько раз ваш сайт на OpenCart, то каждый раз из этого окна будет создаваться новый файл, который будет иметь свой уникальный номер. Обратите внимание, чтобы файл именно с этим номером, который сейчас указан в этом окне, был размещен на вашем сайте, и в ссылке также был прописан путь к файлу с этим же номером. Более детальная информация о подключении OpenCart находится также в нашей справке. После того, как все необходимые действия произведены, кликаем «Сохранить». После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы OpenCart дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите один из заказов OpenCart. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных OpenCart успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем сервис Gmail. Далее необходимо выбрать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к сервису Apex Drive. Вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее предоставляем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля Gmail данными из OpenCart для того, чтобы отправлялось письмо. Если вы хотите производить рассылку клиентам, то в поле «Кому email» вам необходимо выбрать переменную из OpenCart, в которой содержится email клиента. В этом случае текст письма вы составляете с тем расчетом, что при каждом новом заказе в эту переменную будет подставляться новый email клиента, и ему будет уходить определенный текст сообщения. Если вы хотите отправлять уведомления себе или вашим менеджерам о поступлении нового заказа, то в этом поле вам необходимо прописать email адрес вручную. Далее вам необходимо заполнить два обязательных поля – это тема письма и тело письма. Обратите внимание, что в тему письма вы можете прописать данные вручную, а также использовать переменные из OpenCart.
тело письма вы можете назначить все необходимые переменные из OpenCart, которые касаются заказа. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Обратите внимание, что сумму нужно использовать не итого по товарам, а общую сумму на тот случай, если у вас будет несколько товаров. Когда вы назначили все необходимые переменные, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться через Gmail при каждом новом заказе из OpenCart. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». После успешной отправки переходим в личный кабинет Gmail и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и завершаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!